Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Ксюша. Сегодня мы с вами продолжим проходить «Полночь» в Салеме. Мне уже так не терпится до конца пройти эту игру, чтобы уже узнать финал, потому что я даже никого пока не подозреваю. Я не понимаю, кто тут может заняться этим делом, потому что вроде бы все такие милые, хорошие, и мотива ни у кого нету по факту. Вот Лорен я вообще тоже не подозреваю, типа, что это за глупость, что она это устроила, чтобы дом остался у нее. Но есть же в этом доме обгорелым жить, получается, поэтому это странно. Вот, но сейчас мы в прошлой серии с вами закончили на ловле привидений, кто помнит, играя за Фрэнка Харди. Ну что, идемте тогда в ночь ловить привидения. Так, давайте посмотрим. Блокнот. Длинноволновой спектральный анализатор привидений. Нащепление холодных точек, ключ к обнаружению призрачного присутствия. Держит антенну. Настройте параметры поиска, используя ручки на устройстве. Должны идеально совпадать с неизвестной волной. Ну понятно, надо будет, короче, настраивать. А почему я хожу с этой штукой, а не с антенной? А, может быть, надо типа к каким-то местам подходить? Так. А как? Так, подождите. Сюда, а тут? Found a new cold spot. You should move over there. On it. А вот подойдя к каким-нибудь таким вот местам, типа, нет? А чё он стоит? Он должен ходить за мной, антенну таскать. Should we really be doing this? I'm already having second thoughts. Of course we should, worrywart. What is Nancy gonna think if we return empty-handed because you chickened out? That's not... I am not scared, Joe. We are doing this. Onwards! Так что, мы идем? Нет, видите? Здесь где-то. Блин, тяжело крутить. Блин, а как это сделать? Ну это просто туда-сюда. А как их расширить?
давайте попробуем. А, все-таки сюда. И еще. Чуть-чуть не совпадает, да? I've adjusted the scanner, but it shows no real signs here. Are you getting any other signals? Let me check. Идемте-ка мы с вами вообще в лес. Я думаю, что нам туда. Может, тыковки видите? Лежат. Что это такое? There's a strange powder on the ground. Ashes. Judging by the remnants, herbs were burnt here. Like incense? Could be something spiritual, could be something bigger. Let's see what else we find. Я думаю, что за машина? А эта машина дым пускает. Looky here, an affordable but effective fog machine. Should be able to cover this whole part of the forest in a layer of mist. Whatever happened to good old natural hauntings? There's nothing natural about our findings here. This reeks of foul play. We shouldn't trespass onto someone else's property. Так, и что, дальше мы не можем, да? Только вот это место. О, смотрите, тросы. А что, мы не можем даже внимание на них обратить? Ну, я запомнила, я взяла на карандаш. В лесу что-то вообще ничего не ловит. Абсолютно. Там хоть что-то ловило. Wait, we can't leave yet. Нет.
nothing here. What? Hey, what's this? What is it? What is it? Is it a ghost? Oh, no. Well, Ну, есть только it seems like маленькая. some sort of machine. But what's a device like this doing in a graveyard? Something's up. Oh, that's a motion detector. How weird is that? All right, put your equipment down. Your plan didn't work. Now we're tracking this so-called ghost my way. Let's see what else we can find. But I just finished setting everything up. Fine, fine. My eyes are peeled. И вот теперь, по логике, мы должны были пойти туда. Вот это вот все осматривать. Looky here. An affordable... There's nothing natural about our... А давайте попробуем сейчас по поводу троса. Может, они на трос реагируют сейчас? Вот он. Да, видите, среагировали. rope. This was used to make something move to or from the branches. Rope. This was used... Еще одна Дирдре, которая появляется сзади. Так, подождите, мы там ничего не пропустили? Check out the spooky jack-o'-lantern. Innocent Halloween prank or sinister scare. In the dark, it can easily be mistaken for something supernatural. Motion detector, fog machine, pumpkin head. Rope, burnt incense... Well, you finally going to admit you were wrong? Of course not. All we've proven is that there are no ghosts here. So Но you они still могли think вот это ghosts все exist? соорудить, I think привидения. we can't prove they don't not exist. Say that again? Look, the absence of proof does not mean that we can disprove their existence. But what it does tell me is that what Nancy saw was not a real ghost. So who has something to gain by setting up a fake haunting? Olivia. Olivia. There's gotta be some evidence linking her to this. There's no way she brings gear here every night. She must have a stash. But where? Why don't we just ask her? To the museum. Ну, как бы они поздновато, ребят? Или вы думаете, что она допоздна работает? We've got what we came here for. Next stop, the museum. Hey, before we do this, shouldn't we call Nancy? What? Why? Because we're a team. Кас! We should check in with her. Let Nancy do her thing and we'll do ours. Oh, so what is our thing exactly? Ghost busting. А как они оказались вообще в этом магазинчике? Расскажите, пожалуйста, мне, ребята. Это, походу, незаконным каким-то путем было сделано, судя по всему. A brochure all about Abigail Hathorne Woodley's life and disappearance. Work in progress. She's clearly important to Olivia. In some way. Она ее изображает. Hey, look! A list of mysterious symbols. А что в телефоне? Давайте еще раз. Да, ничего нельзя сделать. A brochure. Больше ничего, да? А Китти как?
Тоже видите китики. Так, ну вроде ни на что больше не реагирует. А что тут еще раз за задание? Смотреть зашифрованную. А, записку надо. Ну да, значит мы все уже посмотрели. There's a gravestone map on the back. If this isn't suspicious. I don't see Abigail Hathorne Woodley's grave on here, though. Would have been too easy. No matter, we'll find her. Что, идти искать? Следовать карте. Ну идемте, ребят, будем следовать карте. Больше ничего мы здесь не смогли найти. Так, а давайте еще раз посмотрим. Я, если честно, не очень поняла. Мы ищем вообще-то Дороти Кромвелл, да? И вот после Дороти Кромвелл это, получается, будет Абигейл. Самой Перрис нет. А, подождите, Александр Бейли был в записке. Ну, другой. Вот он, Александр, да. То есть, по факту, раз, два, и третья должна быть ее. Нет. Блин, у меня вообще проблемы с картами. Они тут такие головоломки делают. Вот, Дороти. Я вижу Дороти. И вот получается следующая в круге должна быть ее. Или с другой стороны, дать попробуем с другой стороны. Блин. Тут тоже ни на что. Давайте еще раз. Ну вот она, Дороти. Александр будет вот там. Может быть, с этой, ну с этой стороны получается. Нет, туплю.
Может, вот это вот? Не, ее даже смотрели. Но от Александра она будет далеко. Но близко к дороге. Значит, по логике это должно быть где-то вот здесь. Но тут ни на что не реагирует. Блин, что он ходит за мной? Меня это пугает. Туда мы даже пройти не можем. Может, вообще вот это? Я не могу понять. Может, вот это вот? Нет? Ну, нет, вроде. Ладно, давайте я сейчас подумаю. Вот. И я к вам вернусь. Сделаем небольшой перерывчик. Хорошо, потому что уже довольно тоже много играем. Так, ну по логике же, да? Ну вот она. Ну, значит, где-то... Ну там уже судья. Is that a box underneath the gravestone? Wait, I've got this. This is good Блин. evidence. Aren't you glad we broke into the museum? No, not really. But look at this. I'm going to go ahead and guess that this will decipher the paper we found in the gift shop. Check it out. Давайте проверим. A О, decryption device of some sort. Time to put you to good use. японский товарищ. Это что такое? Оно еще и на английском. Я вообще трэш. Ну, ладно, 3 черточки, да? Давайте найдем эти 3 черточки здесь. Раз, два, три, вот. И буква О. Вот. 3 черточки, буква О и буква Н, да? Вот мы так установили. Теперь нам надо 4. Проверим мою теорию. А, блин, я что не вижу тут этого. А, вот, похоже. Но оно как-то так не очень даже похоже. Давайте еще проверим. Ну, только вот это подходит. Давайте выберем.
Раз, два, три, четыре, пять. 5 наклонных. В общем, наклоны это 3 наклонные. Вот это, походу, будет. Раз, два, три, 4. Там 4, а тут раз, два, три, 4, 5. Все-таки 5. 4 сбоку. Вот это будет похоже. А, не, подождите. Есть еще такое. Это будет, если мы смотрим влево, да? Я, допустим, так посмотрю. Это право, это лево. Раз, два, три, 4. Но все-таки вот это больше походит. Не хочет. А это она не захотела. Теперь 2, да? 2 наклонные. 3 наклонные. А где 2? Раз, два, три, 4. Только здесь 2 наклонные, но это она не хочет брать. Такие подсказки, типа, что неправильно. Подождите, здесь нету 2 наклонных. А, можно так просто ходить и нажимать. Я просто не увидела, ребят, сорян, что я реально не увидела. Так, одна такая вот она, похоже. Не. А, вот вижу. Потом 3 наклонных я точно видела, вот. И какой-то вот такой вот знак. Потом знак звезды. Есть. 3 боковых. Так, что ты не хочешь? А, есть еще такая 3 боковых. Одна перечеркнутая. Раз, два, три, 4, 5. 5. Угу. И 4 боковых. Запастись палочками. Какими палочками? Так, ну тут уже, блин, сложнее. Тут уже сложнее. То есть мы должны поставить на раз, подождите, раз, два, три, 4, 5. Вот, подходит. Ну это вот это, что ли? Ой, ладно, ребят. Ну это вообще очень сложненько. Давайте я, наверное, сделаю, я к вам вернусь. Ребят, нам осталось тут совсем чуть-чуть, последнее. И я решила сразу с вами ее сделать. Так, подождите, давайте выберем буквы. 4 боковых. Это будет 5. 4, 1, 3.
2. Снова 3. Потом на К похоже. 2 перекрестных. Вот. 1 боковой. Не такой. Такой. Так, потом 3. Тоже, смотрите. Но видите, немножко неудобно из-за того, что... то есть право-лево. Тоже надо просматривать. Ой, 1, 2, 3, 4, 5. 5 перекрестных. Точнее, 5 прямых. Оно плохо видно было. Не, подождите, это перекрестное. А, вот оно. И последний будет боковой. Cool, let me see. Oh, this is just a list of chores. Вот именно. It's dated tonight. Get stock from L? Lauren Holt. Капец, капец. Oh, hey, take it easy there, fellas. What's the rush? Что там Abigail делала? Hathorne Woodley. What? We found Abigail Hathorne Woodley's grave. What are you talking about? It's not here. This tastes really good. A little late for high tea, but it's good quality. Frank's not much of a connoisseur. I'm sorry. I don't mean to be rude. It's just a bit strong. Don't worry about it. Lauren's got some of the best stuff. She gets it from all over the world. Although I usually use the mail order service. She is not Они там my шарфят, biggest я не fan. поняла. Today was an exception. You're dodging our question. I am. Abigail Hathorne Woodley's ghost. Oh, yeah. That. Okay, look. I may have helped stimulate everyone's imaginations a little. You know, it's good for business. What I did isn't illegal. Maybe. But it seems like you're doing it to keep people away from the Hathorne house. Yeah, what are you trying to hide? Me? Nothing. What, are you saying that I burned down the Hathorne house? Maybe. Well, no. Нет, We это wouldn't не make an она. accusation like that Не unless она. we had actual evidence. What evidence do you need? She's guilty. Okay, wait a minute. I'll admit, I rigged up a little theatrical show for tourists and the like, but there's actually a real ghost here. Lauren Ребят, saw it. там дым No, you идет. can't have it both ways. Ребят, надо бежать. I am calm. Don't say that. Why are you looking at me like that? Like what? Shh, do you hear it? Hear... Hear what? I don't hear anything. I hear it. Who is it? Who's there? Там вот Where? привидение. Спирит, вот спирит, ребят, справа. Right there. I don't... Фрэнк, короче, все. Остался только Джо убежал. Фрэнк, походу, поцеловался с землей. There's... Они что, пешком пробежали все это расстояние? In the cemetery. Are you serious? You're serious. Все, мы остаемся здесь жить. Okay. Can you describe to me what you saw? Just like you said. I can't believe it. You see? They exist. I've never seen anything like it. And her eyes... Wait, her? Yeah? That wasn't a woman. Looked like a woman to me. To be fair, I couldn't see her eyes. It was a man with black eyes. That's not who I saw. I saw a woman, and I couldn't see her eyes. Wow. So I'm the only one still grounded in reality Подождите, а почему они Wait, видят You saw a женщину, woman and а you она saw a видела man, мужчину? but it was the same apparition? This is puzzling. well, What is that supposed to mean? you never believed. Now there's proof. Oh, please, Olivia. You never believed in ghosts. It's all theater to you. Only thing you believe in is making a buck from real-lived pain. Isn't that what you do? History is different than legend.
It's no legend, Tegan. All three of us saw something. It's real. Did you find anything else at the cemetery? Yeah. All right, yeah, so I was rigging up fake hauntings to scare tourists. Big whoop. What? Are you serious? Scaring people? Someone could have gotten hurt. You always take things too far. Get over yourself, Tegan. The only reason people come to this town is for the thrills, not old crockery and moldering period costumes. No one gets scared or hurt in a museum. That's the problem. Hey, everyone enough. Calm down. Remember, we're here for По-моему, May. они просто убегали от привидений. She's in her room. Did you happen to see the red spray paint on our house on the way in? Well, she did. She knows what's going on here. Oh, my parents are going to flip. Olivia, what you saw was in no way related to your scare setup. No, it was real. I couldn't get anything close to that. It was terrifying. It looked real. Did you track down any new leads for the arsonist? Okay, I'll go first. So far, the evidence seems to be indicating... Ну, кто-то лжет, явно. that someone is lying about their alibi. Didn't you interview everyone? Everyone except for May. But I don't think she did it. Nancy, if you're missing an alibi, wouldn't you think that that person has something to hide? May is protecting something, and I need to figure out what or whom. Так залезь к ней в Just have this комнату. feeling. Well, don't stop there. Go on. I don't know yet, but I think it's someone else. Look, we're not going to get the answer tonight. Let's try again tomorrow. It's been a long day. Olivia, you can stay here tonight, if you want. Thanks. The couch, unfortunately. All the other beds are taken. Ну хорошо, ж хоть не Speaking of ковер. which, where's Deirdre? She said she might be late. I'm sure she'll be back soon. Huh. What is she doing at this time of night? Вот и мне интересно, что делает Дирдре. Реально, у меня такое ощущение, что это все она и замыслила. Вам так не кажется? Она всегда нас ненавидела, а тут она такая хорошенькая, с нами дружит. Что, уже утро? The neighborhood. Вот по-хорошему I зайти в эту probably комнату. shouldn't be in May's room without an invitation. Видите, нас не пускает игра. Что, они уже сидят и ждут, пока я приду, приготовлю им оладушки? Nancy! Hey. А, уже готово. Тот же подгорелый оладушек лежит. So what time did you get home last night? I'd like to just eat my breakfast without being interrogated. Is that О, okay with дождь everyone? идет, смотрите. Is it? I've already answered a litany of questions from these two. Это очень You wanna ask подозрительное. them? I'm sure they'd love to tell you. Okay. Ow. What's wrong with you? My hands feel like pins and needles. I think I slept on them or something. Yeah, me too. Same. Я... So, is anyone going to tell me what happened yesterday? Японский товарищ, что? О, I visited the Hathorn это house. все плохо-плохо. And? I found Olivia's jacket in plain view. Seems too obvious. It is. Olivia has been involved with some scare pranks in town, mostly drumming up business for her tour. But we don't think she's a suspect. Her alibi? She was working. Working? Кто? As was Оливия? everyone Нет. else in town at the time. Minus May, of course. Она же говорила про спа. There's definitely a will. Okay. Do we have it? No, but I found a letter written by Francis Tuttle specifically stating that a will exists and was written for Lauren. Could have been burned in the fire. Could be the reason for the fire. None of this helps May. We need a perp, not a possible piece of paper that no one can find.
A perp? We should still try to find it. It might be motive. And it would mean the difference between keeping or losing a home. Так подождите, завещание. Если кто-то поджигает особняк, значит кто-то знает и текст самого завещания. Well, they saw it. А кто может знать? Адвокат? An anomalistic paranormal projection. Или кто-то другой, кто заверял? That's exactly what I mean. You know what I'm talking about. Okay. Anyone else see it? Olivia Ravencroft. The witch? Except she claims to have seen Judge John Hathorne, not Abigail Hathorne Woodley. Well, there you have it. She sees something different than all of you. Clearly she's lying. She probably rigged the whole thing up. I don't think so, Deirdre. It's not an act. She was genuinely scared. Ergo. Therefore... No, sorry. Not ergo. Ergut. Your hands. Ergot poisoning. You really think it's possible? Mass psychogenic illness by more than one person. Hallucinations, vasoconstriction in the hands and feet. Pins and needles. Exactly. Wait, what? What is that? Yeah... But how? Food or drink? Intentional? In this town? I'd believe it. What are you guys talking about? We could have been poisoned with ergot. Poisoned? А, я The поняла, symptoms match, and it's галлюцинации. not without precedent. Especially here. Oh, There's a theory that the accusers of the Salem witch trials were exhibiting strange behavior, but it wasn't witchcraft. It was because they had eaten rye infected by ergot spores. It causes hallucinations. It was also pretty common 300 years ago. I had an acai super muscle builder smoothie for lunch yesterday. I did not Так, eat some тихо. sort of pilgrim-era rye porridge. So how could I get poisoned? I don't know. But I'd like to see if there are any sources of ergot in town. Good idea. I'll start with the judge. I should finally be able to get the CCTV access tapes. Frank, Joe, can you guys check the cemetery for any traces of ergot? I'm not sure our ghost hunting equipment is... we'll figure it out. But I don't Вот even know where an Фрэнк ergot spore нормальный looks. чел. We'll figure it out. Deirdre, you can... No. Oh. Okay. Time is running out. If we don't clear May's name soon, I hate to think what this town will do to her. I'm coming with you. You better not let me down. А я думала, типа, кто-то колдует, а тут они просто отравились. Ну, тут не прикольно, конечно. О, блин. Опять ты. Зато блинчики не надо было готовить. Так, сейчас прикольнее будет, потому что дождик, смотрите. Кто-нибудь почту разберет в этом доме или нет? Давайте посмотрим на дом. Реально, смотрите. Стукачи, лжецы. Что за бред бредовый вообще? А кухня классная. Так, мы едем, я так понимаю, сейчас к судье, да? Нам надо посмотреть записи с видеокамеры. И я так думаю, что это, наверное, будет последний день, типа третий день последний. А что, люди разбежались? А что, все боятся дождика? И сидит этот черт. Нас ждешь? Ladies, ladies, ladies. Boy, boy, boy. So, what's up? You guys looking for directions or... Некуда больше идти. Well, yeah. It's a good vantage point of the whole town. Yeah. Oh, look, I can see the courthouse from right here. Can you see it, Nancy? I can. Yeah, you can see a lot of buildings from the square. It's a square. So did you see anyone on the day the AW evidence was stolen from the judge's office? No, Так это он, может, и because сделал. I wasn't here. I was working for Alicia. What kind of work? Helping her run errands. What errands? Dry cleaning and stuff. Uh-huh. Look, just ask her. She'll confirm it. We will ask her, Jason. Thanks. Подождите, Алиша, я помню, сказала, что он в тот день
эти пни выкорчевывал у нее из сада, а он, говорит, занимался химчисткой. Они договорились, что они типа скажут про одно алиби и прикроют друг друга, но не договорились, что конкретно они будут делать, типа. What does she have to do with this? Because she's going to be arrested for these crimes by the end of the day, unless we start coming up with answers. What are you talking about? That's ridiculous. There's no way she has anything to do with this. Wait, you know May? Like, know her? Подождите, или Мэй тусила с ним? We know she doesn't have anything to do with these crimes. Или она тусила с ним, он попросил, прикрыть Алишу. To get her into serious trouble. Well, that's too bad. Что-то вырисовывается, даже уже 2 теории. Так, мы идем к судье. Судья, добрый вечер, здравствуйте. What? They're skipping through the halls this time? I've just realized that this case has taken a turn. About time. How do you figure? Intentional poisoning usually has one goal: to eliminate the target. Someone was trying to kill us. Ergot poisoning at high enough doses ends in gangrene. Which, yeah, is pretty bad, but it's not death. You really think this was intentional? And not some, accidental ingestion? If you look at all the evidence, yes. Olivia's jacket at the crime scene, the spray painting of the Perry house, everyone's obsession to get May convicted. You know what all these people have in common? What? They're women. Are you saying they're all witches, or that this is a witch hunt? I'm saying it's Salem. Не поняла я, конечно, глубокой мысли этого диалога. Так, а что они здесь собрались? Видео давай мне. Can I help you, Miss Дрю? Видео. I'm here for the CCTV footage. Yes. You can use this on the evidence room computer. You know where that is, right? Yeah. I found the pin code here. Remember? Of course you did. Now run along. Run along? I just realized I never followed up with you two about what you were doing on the day the AW evidence was stolen. Nancy, this detective thing is really sweet and all, but we are in the middle of something important here, okay? What are you doing? Initiating the process of handing over Hathorne House to the state, so it can be turned into a museum. Мы что, типа не успели? It's our only option. But you work for Lauren. It's her home. And I'm getting her an extra 90 days before she's evicted, which is 90 more than she would have had without me. So we're a little busy right now, because we need to file this by the end of the day. And May Perry? What about May Perry? Is she being charged? I won't discuss this. It's an active criminal investigation. But from what I've heard, an arrest will happen later today. So please, Японский товарищ. Что происходит? Ребят, посмотрите на них. Это два черта. Me, Drew, so I don't go back in there and smash things. Закрой дверь. Tell me some inane detail from your life. У меня таких нету. One where you come off bad. Потому что Нэнси лучше всех. Tell me what Ned said when you told him you saw a ghost. Oh shoot, I totally forgot. I said I'd call him back and I didn't. You forgot? Do you even want a boyfriend, Drew? Because that is a fine young man some other girl might appreciate more than you. Some other girl? Yes, like a nice girl who knows him well and thinks he's cute and would remember to call. You know I'm a detective, right? This mystery girl, not so mysterious. Shucks, I was trying to throw you off with nice. Oh, come on. You're in no danger from me, Drew. You could never call Ned again, and he'd still be sitting by his phone waiting for you. Maybe. After this, I'm going with him on vacation. No cases. I think you'd hate that. You need a case. You're a mystery addict. Get into help. Romance, adventure, a tropical location with stunning sunsets. That actually sounds like an amazing idea. I know. Что-то с Дирдре все равно не так. I hate you. Thanks, Deirdre. Нед звонит. Недик, прости. Nancy, how's my favorite daughter doing? Only daughter.
That too. You okay? How's the case coming along? Not well. I have a bunch of alibis, but I'm missing something. Then there's the book of apologies that's been stolen, and the arson, and a break-in at the courthouse. Hey, slow down. Let's focus on one person at a time. Who's on your list? Мэйпери, нет. Нет, не Оливия. Нет. Хочу поговорить. Смотрите, тут вопрос. Вот, три главных подозреваемых у меня сегодня. Это Джейсон, это судья и Алисия. Очень странно, что Алисия втихаря идет, обходя интересы своего... того, кого она представляет, да, своего заказчика. Помимо этого, у ее алиби не совпало с алиби Джейсона. Мне кажется, Джейсон так отреагировал на Мэй, потому что они в тот вечер были вместе. Но они не хотят об этом говорить, поэтому Джейсон попросил алиби у Алисии. Они решили прикрыть друг друга, вот, но их версии не совпали. Судья Дэнфорд, либо Алисия, но у Алисии есть дрель. Помните, она говорила, я привезла, а нафига она ей? Alicia Cole is helping Lauren Holt, the supposed heir, with paperwork. Alicia claims she was running errands around town. Oh, she was. She was. Yeah, I was talking to her on the phone about Lauren Holt's case. Ha, look at that. I'm confirming her alibi. Well, that doesn't happen very often. Judge Danforth. Okay. Look, he's coming on strong trying to pin the crime on a girl without any evidence. It's a bit... unbecoming. He's supposed to be impartial, but he's really going after this one teenage girl, May. Well, look, he was like a mentor to me in college. We've kept in touch, but I do not know all the details of his situation. Is he in financial trouble? Is this a ploy to get a piece of property? Нет, а что он может получить? Which would be ironic, because that's exactly what Judge Hathorne did in 1692. But May isn't involved, at least from what I can see, in the question of ownership of the house. Could be about the people May is related to. Go after her as means to hurt the ones she loves. It's extremely unsettling for a judge to do that, but it has happened before. Давайте вот о нем. I want to talk about Jason Danforth. The judge's son. He's a real piece of work. I think the judge probably agrees with you. I don't know him personally, but I've heard stories. He claims that during the time in which the accused witch's evidence was stolen, he was helping Alicia Cole. I guess he does work for her. Нет. Okay. Нет, он обманул. Witches are... claimants against the Hathorne estate. They're trying to take control of the property as reciprocity for their ancestors having that land and life stolen from them by the original Judge Hathorne. And that's valid? According to the judge, yes. But back to Jason. It sounds like he's short of cash constantly. But I see him driving a fancy car around town. Looks like he lives a pretty comfortable lifestyle to me. Может, ему нужны деньги для чего-то другого, например, для девушки? Money from someone to commit one of these crimes, or he could have a financial stake in the property. The fact that he's tying his alibi to Alicia is interesting. But if he was tied into the Hathorne House estate, I can only imagine that it's through his father. The judge? Is he on your list? Everyone is a suspect until they aren't. You taught me that. Right. Okay. Who else? Так, ребят, давайте я сейчас пойду сделаю себе чаечек, вернусь, мы дальше начнем общаться. Надо еще на это не забыть позвонить. Так, чаечек я себе принесла. Начинаем дальше опрашивать батю. Что он еще нам может подсказать? Давайте по порядку. Остальных я не подозреваю, поэтому по порядку. You mean like the keeper of the town's history? Exactly. Anyone who runs a museum has a vested interest in keeping that history alive. I don't know Tegan, but I don't doubt that she feels some ownership over the town's past, present, and future. So she wouldn't want to destroy Да, и Hathorne вообще не в House. ее. But
Well, she runs the Accused Witches organization. She's very passionate about their cause. Like, extremely. Being passionate and being destructive are two different motivations. It's not impossible, but it is implausible. May Perry is the primary suspect for the arson. And why is she the prime suspect? Потому что единственное не предоставила alibi for the night of the Hathorn House arson. I see. And she's been in trouble for a fire before, when she was a kid. Seems people want to believe the worst of her. She has a reputation for being weird and a loner. None of that explains why she won't give an alibi now. She plain refuses. Seems to me like she's doing it to protect someone. Or a group. Her sister runs the Accused Witches. But May doesn't seem too invested in their cause. She could be protecting multiple people. Maybe the whole town is in on it. I think uncovering her alibi is the key to unlocking this whole case. Yeah, you're probably right. If I could only get her to talk to me. There's a woman who claims to be a real witch, Olivia Ravencroft. That's quite the name. She's quite the personality. She lures everyone to her witch tour in the square, performing street magic. It's really something. She sounds like an entrepreneur. But would she be motivated to burn down a historic building in her own town? Абсолютно. Could add to the value of her tour. Нет. The myth of the cursed town of Salem. She also pushes this whole ghost narrative, suggesting a restless spirit might be responsible for the arson of Hathorn House, that they were set loose by a coven of modern witches seeking revenge. That could be a play to make money from tourism. It's cynical, but in today's day and age, I don't doubt it. There's something interesting about the whole coven thing, though. Not cracked it yet. Witches in Salem. Careful with that. You know I am. Also, I discovered she uses smoke bombs in her magic shows. Could be a pyrotechnical accident. Or intentional. Yes. Who else? Я думала, она свяжет это с тем, что книгу украли. Таким же способом. Видите, не сказала Вася. Lauren Holt is the supposed heir of the Hathorn House estate. Why supposed? She's the adopted daughter of the previous owner, Francis Tuttle. And while Lauren claims there's a will, no one has been able to find it. How did her relationship with Ms. Tuttle seem to you? Close. But then wouldn't Francis have kept the will available if that was the case? Either way, I struggle to justify why she would burn down the house. Oh, any number of reasons. She could feel that the house is Ms. Tuttle's and refuses to let it pass into anyone else's hands. If any of these other players have their eyes on repurposing it as a museum or entertainment venue, she could view that as an affront to Ms. Tuttle's memory. Well, she also lives there. Not in the burned part, in a separate carriage house. By burning it, perhaps she hopes to ruin the chance of anyone else using it, and to stay on the property indefinitely. Нет, на самом деле я так не считаю, потому что даже если она останется в этом особняке, есть же на свои деньги его восстанавливать. А еще знаете, что меня смутило, ребят? Что типа если женщина не оставила завещание, типа эта собственность переходит, это имущество переходит в собственность государства, вот так вот правильно сказать. Ну как-то странно, у нас же есть... ну, я, по крайней мере, про Беларусь говорю, не знаю, как у них там в Салеме, конечно, есть право наследования по закону и по завещанию. Если человек не оставляет завещание, даже вот как в этом случае, идет право наследования по закону. И есть несколько очередей наследников, то есть в первую очередь это вот, допустим, наследник, да, и вот так вот оно идет. То есть это родители, дети, братья и сестры. Дальше идут уже там, например, внуки, ну там, и эти бабушки с дедушкой, если живые, там, ну, вот, короче, вот так. То есть это первая ступень, вторая, третья, четвертая. Вот, тут я думала то же самое. Но если она, тем более, уже усыновленный ребенок, да, она ребенок считается. Я думала, что по закону она просто должна была получить этот дом. А тут вдруг говорят, что типа нет, он должен идти в собственность государства. Интересно, конечно. I think I discovered one inconsistency in your case. Jason Danforth wasn't with Alicia Cole the day the AW evidence was stolen.
I talked to Alicia for a few hours, including during the time of the burglary. You have the times nailed down. Danforth mentioned them when we talked about getting the Book of Apologies. Thanks, Dad. This is super helpful. Nice work. Не был. All you, kiddo. Let me know how it goes. Good luck. Мы это поняли, потому что у них не совпали детальные версии. То есть он говорит, что я занимался химчисткой, она говорит, он пни выкорчевывал. Так, я хочу перезаписать, потому что я хочу сейчас еще Неду позвонить. Блин, жалко парня, конечно, связался. Опросить тех, кто видел привидения, посмотреть видеоматериалы. Давайте сначала Неду позвоним. Hello, you've reached the voicemail inbox of Ned Nickerson. I apologize that I did not come to the phone in a timely fashion. Please feel free to leave a message after the beep. Ля, Нед, за что ты нас кинул? Ладно, теперь точно мы идем смотреть видеоматериал. Но сначала мы осмотрим комнату этой женщины подозрительной. И я, кстати, действительно подозреваю, что это такое. Она какая-то странная. Пятна какие-то. Я думала, такое возможно только в глазах. Now that's a peculiar thing to have А вот, standing видите, around a дрель. lawyer's office. Или что это? Или это фонарик? A demolition offer for the Hathorn house. Why in the world would Alicia have this? У них уже планы какие-то есть. Основным законным владельцам особняка поручает снос. Блин, она нас кинула. Все, это 100% это Алисия. Я уверена в этом на 100%. Looks like some kind of map. The requested section of the Salem waterworks. Marked an access point. Why would Alicia have this? И стыбзили, короче. Она типа вообще не поймет, это дурачок. Так, сюда. Ничейная земля, смотрите, вот оно. Английское имущественное право основано на естественном гражданском и общем праве, понятно, не было правом колоний. Поселения рассматривали законы о собственности на землю как религиозное право. Улучшение состояния земли, например, расчистка, обработка на этой земле. Ну да, есть такое. Правые доктрины требовали, чтобы у европейских поселенцев были юридически признаваемые притязания. Многие европейцы признали новый свет. Для притязаний ничейность не было негласным правилом, на которое ссылались только когда правящий совет отказывался регистрировать фактическую продажу земли. Суд постановил, что у коренных жителей есть право найти землю, которую они владели и улучшали, завоевывая их. Главное условие — фактическое возделывание пахотных земель. Принятое правило звучит так: ничейная земля принадлежит владеющему ей. Особняк. Построить. После того, как был построен, стал пригоден для жилья, а земля огорожена, поместье полностью перешло в собственность Хаттернов. Законы ничейной земли гласят, что земля должна быть формально передана семье или по праву собственности, или по закону купли-продажи собственности, чтобы переходить из рук в руки. Без наследника или без завещания. Видите, тут тоже без наследника или без завещания. То есть все-таки право наследования по закону и по завещанию у них есть. Должна существовать главная постройка. Физически прокалка. Просто видите,
Я не поняла, Новая Англия, это Америка? Дайте я посмотрю вообще. Мне казалось, ну, что это... Ну, это Америка, да, США. Ну, да, это Америка, все правильно. Ну, просто тут видите, в чем могут быть отличия от нашего законодательства. Мы используем римско-германскую систему права. Это когда идет верховенство нормативно-правовых актов. А у них англосаксонская, по-моему, система права, она называется точно. Когда они используют судебные прецеденты и могут из-за этого отличаться нормы. Да, романо-германская это у нас, и англосаксонская, все правильно сказала. Видите, закончила университет уже, подождите, я заканчивала в 17-м году, сейчас 23-й, 6 лет назад, и до сих пор это помню. Так вот. Может быть, еще что-то у них тут есть интересного? Туда мы перейти не можем, да? Тут почупать что-нибудь еще. Нет, не можем. Так, идемте тогда почитаем, что нам тут прислали. Угу. Сейчас посмотрим и материалы заодно посмотрим. Так. Флешечка. Куда ее вставлять? Well, I think Jason is lying to us. I'm hoping the CCTV footage will prove it. Bad news. The footage isn't sorted. We need to put it together in a timeline. Huh? Creepy. А что за крипи? Так, по всей видимости, камеры из списка источника. Выберите камеры из списка источника видео. Добавьте отснятый материал на временную линию. По одному кадру на каждый шаг. На всех ваших добавленных кадрах должен быть виден подозреваемый. Удачи. Угу. Окей. Сейчас попробуем с вами. То есть мы сначала должны... Ой, извините, ребят, зашумело. Солнышки мои, я посмотрела, в общем, сколько нам еще осталось, пока у меня тут ноутбук немножечко бунтарил. Вот, у нас еще игры осталось ориентировочно 2 часа, если я не буду тупить. А я, как обычно, скорее всего, буду это делать в каких-нибудь тяжелых головоломках. Вот, поэтому я думала, в следующей серии будет последняя, но нет. То есть, эту мы сейчас закончим уже, эту головоломку. Потом еще 2 серии, скорее всего, будет. Посмотрим. Но я думаю, что именно так я и сделаю. Вот.
Типа, может быть, надо так копировать? Тут его уже нету. Давайте так. Кабинет Денфорда. Это подозреваемый, блин, мне тут немножечко освечивает. В зале суда тут же и нет ничего. Так, стоп. Тут, по-моему, тоже ничего не будет. И коридор остается. А вот это кто? Это подозреваемый, нет? Да, походу, кстати. Давайте тоже скопируем. Давайте это удалим. Шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Правильно? Так, ну у нас тут... Слушайте, а вот это что? Как будто прячется кто-то, да? Вам так не кажется? Внизу. Как будто там кто-то прячется внизу. Может, это, конечно, тень так падает? Странно. Ой, извините, ребят, пишет мне. Так, подождите, ну ладно, давайте пока удалим. Давайте его тогда будем еще отслеживать. Так, ну 11 секунду мы с вами добавили же, да? Да. Нам теперь надо искать по логике вторую секунду. Тут ничего нету. Тоже ничего. Ничего. Ничего.
Ничего. Наверное, это будет. Давайте еще. Тут тоже. Вот он идет, вижу. Так, подождите, потом. Давайте третий сразу посмотрим здесь. Третью секунду. Может, то, что у этого уходит? Тут точно ничего нету. А тут я не могу... Подождите. Вот, видите, тут кто-то тоже идет. Дальше 4-я секунда нам нужна. Лисия выходит. Тут вроде ничего нету. Подождите, в мужском туалете, может, там тоже какая-то мелочь будет? Видите, закрывается дверь. Дверь закрывается. Давайте 5-ю тоже поставим. А тут ничего не меняется, кстати. А тут я тоже не вижу, чтобы что-то поменялось. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А сколько там кадров всего? 14, 15. Еще последний кадр надо нам с вами найти. Вот, машина отъезжает. Давайте этот. Yes. Да. Let's see. It's a shame we can't make out the perp's face. Perp? What? Isn't that what you call them? Suspect, Deirdre. This isn't a crime show. Well, I kind of like using it. Maybe that's my calling card. And yours is, well, whatever it is that you do. Thanks. For what? I think that's the first compliment you've ever given me. It's not a very good one, but I'll take it. Don't get used to it, Drew. Come on. This car looks like our best lead. Причем... I swear I saw one just like this parked outside the courthouse. We should check it out. Причем, ребят, заметьте, это был вот этот Джейсон, да, но сел он в розовую машину, он сел не в свою машину. Я почему-то уверена, что это была машина Оливии. Так, нам надо взять вот эту штуку и сюда ее прикрепить. Let's see here. If I align the waterworks map properly, I should be able to figure out which area it represents. О, вот, похоже, не? Похоже же, не? Музей, а может быть... вот. Нет? The Hathorn House. I need to know what's at that mark. Так, а мы сейчас с вами сохраняемся быстренько. И
Встретимся уже в следующей серии. Пойдем искать эту машину и пойдем осматривать, что же там у нас в особняке еще может сохраниться. Я всех очень сильно люблю. Всем пока и до новых незабываемых детективных встреч, в том числе и в Салеме. Пока!